Был, кстати, очень сильный удар, и машина вообще сложилась. А после того, как она приехала, батареи на машине не оказалось. Всех приветствую на канале. У нас вот приехал вот такой вот донор. Мы его уже начали разбирать. Машина получила очень сильный удар в эту часть. И, в общем, машина все. Хотя жалко машину. На машине 28 тысяч миль. Это 15-й год. 85D. Хорошая машина с красивым салоном. Ну, в прошлом с красивым. Очень все тут было чистенько, красиво, классное сиденье. Но все превратилось, конечно же, после ДТП вот в такую вот историю. Был, кстати, очень сильный удар. И мы, сняв батарею, заметили, что даже складки по низу пошли. Вот их видно, наверное, эти складки. Скорее всего, если бы не батарея, то машина вообще сложилась. Но батарея как бы выдержала этот удар, потому что она придает большую жесткость кузову машины. Ну, мы эту машину купили, потому что, во-первых, нам нужна была батарея для другой машины. Мы купили P85D, машину 15 года, черную, прикольную очень, но она приехала к нам без батареи. Такое как бы редко случается, но иногда случается. Так получилось, что на фотках с аукциона батарея была, а после того, как она приехала, батареи на машине не оказалось, когда нам ее доставили сюда. Но как бы разобравшись, поискав в описании, там все-таки было указано, что battery, high voltage battery missing, но это было в описании указано где-то там внизу, а на фотках батарея была, поэтому, естественно, обычно ориентируемся по фоткам чаще всего, причем машин покупается много, иногда это как-то в спех получается, ну, ничего страшного, как бы такое случается, поэтому вот этого донора мы купили ради батареи и, конечно же, ради заднего мотора. Задние моторы чаще всего как бы имеют какие-то проблемы, а какие проблемы они имеют? Мы в основном знаем, что это течь внутри из сальника, течь антифриза, статор, намокание статора и потеря сопротивления изоляции. Ну, еще у них бывают шлицы слизывают, бывают еще некоторые другие проблемы, но они бывают реже. В основном это течь антифриза внутри мотора. Эта машина была куплена как донор, батарейку мы с нее уже сняли. Батарейка здесь в шикарном состоянии, то есть 370 киловатт быстрой зарядки и около там 4500 киловатт общей зарядки. То есть для машины это вообще нифига, то есть она чуть ли не как новая, ну, в очень хорошем состоянии, то есть. И мы, естественно, заберем задний мотор отсюда, но здесь на этой машине, потому что это 85D, и на некоторых годах они ставили задние моторы не на перформанс-версиях, они ставили задние моторы не Induction Large, как обычно, а Induction Small. То есть раньше было как? То есть был большой мотор, он сам по себе большой, и было там в нем два инвертора. Это был или Performance, спорт-мотор, или Base, обычный, не спорт-мотор. Там только инверторы различались. А здесь же сам двигатель, сам мотор задний, он имеет другой совершенно внешний вид, и этот мотор имеет, естественно, крепление у него одинаковое на подрамнике, но у него проводка другая приходит к нему, у него другие патрубки охлаждения подходят, у него другие высоковольтные провода. На старых машинах, более, которые мы в основном покупаем, там такие моторы не стоят. Но мы так для себя представляем, что его можно поставить, и поэтому мы хотим сделать небольшой эксперимент. То есть мы возьмем вот этот мотор, который здесь стоит, и вместе с мотором поменяем часть проводки, часть высоковольтной кабелей, поменяем фьюзбокс с чарджерами, отсюда поставим. Ну и там придется еще доработать, я так думаю, поменять патрубки. Патрубки, да, ну и, наверное, все. Ну, посмотрим. В процессе самого эксперимента мы, наверное, узнаем, что нам еще, с какими проблемами, в общем, мы столкнемся, мы узнаем. Мы этого раньше никогда не делали, ну и где-то на YouTube я не встречал, чтобы кто-то так делал. Наверное, кто-то так делал, но я об этом не знаю. Поэтому мы будем экспериментировать, это интересно, поэтому я постараюсь это все дело подснять и посмотрим, что из этого получится. А сейчас мы понемногу разбираем машину. Мы уже поснимали с дверей, самое важное, поснимали спереди, здесь то, что нам было нужно. Что-то уцелело, мы это оставим для нас, что-то повреждено, мы это все выбросим. В общем, будем смотреть. Будем смотреть. Мы еще купили эту машину в надежде, что здесь экраны будут целые, а они целые, и это хорошо. Но нехорошо то, что это не Tegra, а это Intel, более свежий компьютер. На нем экраны не текут. А нам нужен экран именно на Tegra. Ну, ничего не поделаешь, об этом сложно узнать до того, как машина приехала. Поэтому понемногу машина разбирается. Сейчас снимем еще отсюда чарджеры с частью проводки и скинем подрамник с мотором. И, наверное, скорее всего, прям целиком с этим подрамником будем ставить на другую машину, которая у нас есть. У нас много с моторами. Выберем, на какую машину мы будем ставить. И вместе с подрамником переставим с частью проводки. И будем пробовать подвязать этот мотор под систему, чтобы оно работало. В общем, поглядим, что из этого эксперимента у нас получится. Так что посмотрим, как говорится. How you play the game with the people that writing the rules? Ain't the fame that I'm after when paying the dues. I've been through the pain that's reflected in the attitude. Might be winning now, but the thing is that I had to lose. So go and tell me what you really want to do. And load me at the top, cause there ain't a lot of room. Ain't no other option, it's all I ever knew. So Не знаю, нормально это или нет. I've been down through the blood and the sweat. Guarantee you can know I'm a threat.
I've been down through the blood and the sweat, and I ain't close to being done yet. I'm going all in. Yeah, I'm going all in. And I ain't close to being done yet. I'm going all in. Yeah. They know I'm going all in. Through the blood and the sweat, y'all know we ain't close to being done yet. I'm going all in. I've been down from the jump. Ain't no love lost, we just really doing us. Go and take your seat, looking silly getting up. Y'all know what it is, let me tell them what it was. It was 24/7 on the grind, one thing at a time. Hard to understand, kind of person got to stay of mind. Так, подожди. А, там еще патрубки есть. Их 4, понял? Believe that I've been down through the blood and the sweat. Guarantee you can know I'm a threat. Вот так вот автомобиль выглядит. Подкоцали ее тут и там, пока стояла. Крыло сняли, дверь убили. Здесь вот сняли. Все. Ключей, наверное, нету тоже. Но уже разберемся в шапе. Там он окна нету. Сейчас ее пристрапую и будем ехать. Познакомился с чуваком, продает машины, двигателя тоже. Говорит, звони, если надо будет что-то на гибриды. Ну а пока что посмотрел, батарея вроде на месте. Что есть хорошо. Теперь можно ехать. Страпуемся и едем. Она еще не была открыта. Там, кстати, ее можно легко открыть, заднего стекла нету. Где ты была раньше? Слушай, ну вроде ничего. Вроде бы гуд. Самое главное, фары задние. Нет, так тут одна нормальная, а вторая... Вторая чуть потекла, мы ее разберем, помоем и соберем. Так, мы будем снимать чарджи, чтобы забрать высоковольтную проводку, забрать низковольтную проводку, потому что и патрубки, наверное, мы некоторые заберем, чтобы все могли переставить на другую машину. Снимаем здесь все провода, патрубки, потому что патрубки отличаются на другом моторе, и мы будем, скорее всего, их менять. Ну, еще неизвестно, мы как бы это делаем впервые, поэтому на всякий случай все поснимаем, чтобы, если что, у нас была возможность поставить, заменить на те, что нужно. Опять же, это все пока теоретически. Уже сняли с подрамником все вместе. Мы вот так вместе с подрамником все и будем ставить обратно. Здесь изменена система охлаждения на этом моторе. Здесь идет вход-выход антифриза именно в сам инвертор и в сам теплообменник самого масла редуктора. Поэтому здесь система патрубков чуть другая. Но мы, наверное, некоторые патрубки возьмем с донора, чтобы переставить на ту машину, на которой мы будем ставить этот мотор. В общем, эксперимент есть эксперимент. И у нас продолжается история, проект BMW. У нас есть в команде один любитель BMW, который не может успокоиться. Если он видит какую-то BMW продается, то ему сразу надо что-то купить. У меня должны быть все модели BMW. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А потом X1, X2, X3, X4. Пока все не пройдут, не успокоят. Да, ну как минимум ты умеешь считать до 8, я смотрю. Короче, дальше Артем ждет вот эту 430-ю. Хочешь ее попробовать завести? Давай попробуем, мы же ее не заводили ни разу. Да, сколько видели, ни разу не заводили. А прикольная. А ключ там есть? Да, ключ был, я не знаю, как сейчас, но раньше был. Украли ключ. Вот бывает вот так. Корветище Да, какой. ключ внутри. Прикольный. Раскоцанный вообще. Там Хлам. по низу.
Рефазест. Машину уже забрали, на нее не платили тоже. Получается, ее забрали. Как тебе, Артемий? Такой хочешь? Да. Don't forget your key, но не заводится. Да, прикольный. Красивый, да? Что-то с ним не так, наверное. Что там, Артемий? Кто-то лазил, доставал проводку, смотрел. Тут нагадили белки. Я думаю, Вон что-то- болты какие-то. где-то что-то перегрызли, возможно. Нагадили белки, они тут просто... Какашки воняют жесть. Ну давай попробуем. Сзади батарея снята, я не знаю, кто ее снимал. Он И снят зачем? из клемма. Это Вот плюс. клемма. Это плюс, это минус. На. Компрессия есть. Мне кажется, кто-то его тут делал незаводимым, потому что он на фотографиях на Condition Report заводился, а вот там в бардачке подергали какие-то эти предохранители. Ну, какие мысли, Артемий? Мысли такие, что кто-то ее себе присмотрел, эту машину. На Condition Report она заводилась, здесь подергали какие-то предохранители. Ну да, что-то выключили, и она не заводится. Короче, вот такой вот автос, который крутит, но не заводится. Царапочки есть. Ну, это все можно убрать. Крыша целая. А вот мечта каждого человека, который родился в 2000-м и хотел себе в 2000-м такой Passat. Это рестайловый X3, фары уже другие идет на нем, уже Да. другая мультимедиа стоит. На ксеноне 3 литра, это прям Мечта. полноценный, да, X3. Мечта Белый цвет, каждого белый салон, BMW-ста. Все красиво. Вот такие тут толтраки грузятся, везут, а кто-то привозит. Вот, пожалуйста. Не заводится. Делает джу-джу-джу-джу-джу-джу-джу и не заводится. Бензинист. Точно, может бензина нету. Пошли проверим. Хочу поделиться такой вот интересной информацией. У нас уже вторая BMW-шка, вторая батарея за 2 дня имеет вот такую вот проблему. Это плата BMW, которая управляет, вернее, контролирует все данные по модулю. По модулю, который один из 16 в обычной батарее, который примерно там до 23-24 года, где еще идет 16 модулей. И вот буквально из-за такой вот небольшой коррозии на 2 конденсаторах уже эта плата не может полноценно работать, не может давать данные на BMS, и все, машина никуда не едет. Приехали, так называется. И, кстати, обычно дилер здесь, в Америке, из-за такой малюсенькой причины он, естественно, вам меняет батарею. И это стоит у него очень дорого. И самое интересное, что он не просто меняет вам батарею, а он вашу забирает, а вам ставит другую. Не новую, а рефабришит. И где-нибудь на заводе какой-нибудь мастер снимет BMW, он вряд ли будет ее чистить и паять, как это делаем мы. Он просто ее заменит, а потом эту батареечку склеят, заново поставят и продадут вам за 15 тысяч долларов. Вот такая вот история. И вот из-за такой вот маленькой проблемки приходится разбирать все и чистить и паять. Всем привет! Очередная рубрика BMW Артема. Это BMW X3 2-литровая со стандартной проблемой цепей ГРМ на 2-литровом моторе. Наверное, для Америки регламента не существует по замене цепей. Они растягиваются, натяжение падает и цепь проскакивает. Вот такой вот 2-литровый мотор. Масло менялось не совсем вовремя, видно по следам. Цепочка перескочила, видно, что распредвалы в разных положениях находятся. И вот такой вот воскресный день я восстанавливаю этот BMW. Этой машиной для того, чтобы снять поддон, нужно снимать или просто опускать подрамник, потому что снять поддон масляный мешает рейка, ну и сам подрамник. Что мы и сделали, сняли. Я еще поддон полностью не снял, но я уже вижу, в чем была проблема с этим мотором. Здесь вот такая печальная ситуация. Цепь насоса порвалась. Думаю, из-за того, что туда попали куски башмаков. Давления масла не было, соответственно, не упирался, то есть не надувался натяжитель цепи основной, и цепь перескочила. Сейчас мы это исправим, и машина поедет. Дали мы немного донора, уже, как я и раньше говорил, батарейка была скинута, мы позабирали некоторые части салона, какие-то блоки, что-то он поставил сабвуфер, реинфорсмент, частично какую-то подвеску заберем, вот тут цапфа поворотная с рычагами. Передний подрамник, он был треснутый, пошел в негодность, еще, наверное, отсюда заберем передний двигатель.
И я, возможно, себе надергаю каких-то коннекторов и там кабелей. А в остальном, в принципе, уже, наверное, мы все и сняли отсюда. Что было ценное. Крышку багажника, стопы. Ну, естественно, самое ценное для нас была эта батарея и задний подрамник с двигателем. Как я уже раньше рассказывал, мы хотим провести небольшой эксперимент, поставить этот двигатель нового типа малый, Induction Small. Мы хотим его поставить на более старую машину, где еще ставили Induction Large, но с бейс-мотором. Но там как бы надо будет кое-что добавить, кое-что поменять, поэтому мы забрали обязательно оттуда High Voltage Fuse Box с кабелями, с некоторыми, потом мы еще забрали некоторые патрубки, потому что патрубки отличаются на этом двигателе. Что мы еще отсюда забрали для нашего эксперимента? Ну и проводка, получается, у нас там на подрамнике осталась, поэтому я надеюсь, нам нужно будет взять машину с проводкой. Там есть двух типов проводка, вот с таким типом, как у нас здесь. Но я думаю, там у нас на одной из машин, где проблемы с мотором, там будет именно такая проводка. А так я не знаю, мы позабирали там руль, позабирали клок-спринт, так называемый, улитка, некоторые части интерьера, что-то пооставалось. Поэтому вот такое. Конечно, с донорами, как бы с одной стороны классно, ты недорого купил машину и можешь много запчастей с нее иметь, но проблема, во-первых, ты тратишь время на то, чтобы это все дело разобрать, а потом нужно это все дело вывести. И еще очень важный и самый сложный для нас момент, это нужно все это где-то хранить. А с местом для хранения у нас очень-очень тяжело, потому что шап у нас небольшой, и мы его постоянно захламляем, потом стараемся что-то выбрасывать много жалко, всегда думаешь, блин, ну пригодится же. И оно вот накапливается, куча всякого. И надо иногда, мы иногда, конечно, все-таки выкидываем что-то, но места нам катастрофически не хватает. Поэтому донора мы уже подразобрали. Еще, наверное, калиперы заберем, задние тормозные калиперы. Машина 28 тысяч миль, ну, считай, новая. Они выглядят прям идеально. Причем машина еще, наверное, с какого-то теплого штата. Она вообще без коррозии, она нигде не грязная, не пыльная, не ржавая. По ходовке везде просто очень прикольно. Поэтому хочется позабирать какие-то части. Возможно, мы сможем их где-то использовать. Ну да, еще, наверное, мы отсюда двери заберем. Они уже разукомплектованные. Ручки, стеклоподъемники, самое ценное для нас, мы отсюда сняли. А сами двери, наверное, тоже заберем. Правые двери там полностью были уничтожены. Ну, повреждены, ладно, я так скажу. Поэтому, естественно, они на выброс. И здесь мы уже все поразбирали. Сидушки красивые, классные, но если бы не стрельнула безопасность. А так, конечно, они тоже в негодность. Люк разбитый. Еще вот эти санвизоры заберем, козырьки. Вот тут у них зеркальца. И вот эта крышечка зеркала, она часто ломается у них. И поэтому они будут кстати. Еще вот эта штука в хорошем состоянии, часть. С той стороны потрепанная, а здесь хорошая. Здесь где водительская, вот в этом месте она очень сильно затирается часто. Поэтому вот эту часть тоже нужно обязательно забрать. Куда-нибудь мы ее пристроим. Стекла, наверное, мы выбросим, потому что стекла у нас куча, они никому не нужны. Поэтому вот такие у нас дела по донору. И когда мы уже начнем наш эксперимент с заменой мотора, я тоже это дело все подсниму и хочу более подробно все описать. Ну и, конечно же, интересно, что из этого, из всего у нас получится. Поэтому наш проект скоро будет. Ждем его на канале. Короче, скинули мы батарею, и есть подозрение, что проблема с крышкой. Вот здесь крышка, она вся откорродировала, прогнила насквозь. Есть вероятность, что туда попала вода. Просто дождь с улицы, она стекает на батарею и могла попасть сюда к предохранителю. Сейчас снимем весь пентхаус, посмотрим, что там внутри. Будем надеяться, что воды там немного. В общем, сняли мы крышку. Здесь видно, что есть вода, как раз крышка прогнившая. И самое интересное, что вот здесь вот внутри, в этой ванночке, где предохранитель, тоже вода. Но, слава богу, вода не попала больше никуда. Ни сюда, там, где сами модули в пентхаусе. Ни с этой стороны воды нет, ни конденсата здесь нигде нету. А вот именно вот здесь. Сейчас мы открутим предохранитель. Да, а здесь именно озеро. И вот это как раз причина того, сопротивление изоляции упало в ноль, и машина перестала куда-то ехать. А всему проблемы вот эта крышечка, которая металлическая и которая при попадании воды часто выгнивает. Туда попадает внутрь вода, протекает сюда, и мы имеем такой результат. Поэтому то, что вода собралась именно конкретно вот здесь в этой ванночке, это очень-очень повезло, потому что она могла бы попасть еще туда внутрь, затечь туда под модули, и еще хуже могла из пентхауса вытечь в остальную часть батареи, и тогда пришлось бы все разбирать. А так, грубо говоря, здесь отделались легким испугом. Сейчас мы отсюда эту воду уберем, поставим новый предохранитель, и машина, надеюсь, поедет и будет ездить долго и счастливо. Но вот такая вот проблема существует из-за вот этой вот металлической крышечки.
которая часто выгнивает, и имеем такую проблему. Почему ее не сделали алюминиевой, непонятно. Крышечку тоже будем менять. Вот такие вот бывают частые интересные поломки. Сейчас батарея подключена через удлинители нашим обычным способом. Так очень удобно проверять, все ли в порядке с батареей. И как бы я подключил диагностику. Машина у нас запустилась. Сопротивление изоляции у нас хорошее. Вот на включенных контакторах 1640. Это хороший показатель сопротивления изоляции. Все работает. Машина у нас в сервис-моде. Здесь у нас ошибочек особо никаких нет. Это по Park Assistant, по парктроникам, потому что у нас снято яйцо. По иммобилайзеру всегда висит ошибка, когда ключ переподшивали. В общем, тут ничего такого абсолютно по давлению, по датчику давления, по термалу. Ну, это абсолютно другая история, нас она сейчас не интересует. А в остальном машина поехала, поэтому ремонт оказался несложный. К счастью, мы сейчас заменим крышку, которая здесь прогнила, поставим другую, почистим все это дело, заклеим батарею и отдадим машину владелице, чтобы она дальше продолжала ездить и наслаждаться автомобилем, потому что эта ситуация, конечно же, ее немного подрастроила. Но, к счастью, все обошлось, как говорится, легким испугом, поэтому буквально за пару-тройку часов мы этот вопрос решим, я думаю, и отдадим машину владелице. Спасибо за внимание. Забыл, кстати, сказать, что если бы вот с такой проблемой приехали к официальному дилеру Tesla, то он бы не стал разбираться, что там попала вода немного в предохранитель, что можно это все починить легко. Они бы сказали сразу, замена батареи, у них других вариантов не существует. И вам бы за 15 тысяч долларов они бы поставили вот такую же вот самую батарею, только они бы отремонтировали ее на заводе. Они точно так же бы открыли крышку, убрали там воду, заклеили бы, поставили новую крышку и взяли с вас приблизительно 15 тысяч долларов. А это цена вот этого автомобиля на нашем рынке. Судите сами, как работают дилеры, у них совершенно другая задача.